Друзья, приветствую вас. Вторая часть обзора. Давайте рассмотрим те активы, по которым поступили заявки, ключевые российские акции, американские акции. И посмотрим сегодня, как будут развиваться события, куда дует биржевой ветер. Так, друзья, конечно же, евро-доллар никуда от этой заразы не деться. Сегодня решение ЕЦБ, недельный таймфрейм начинает указывать на то, что здесь формируется разворот и отскок. Опять же, обращаю внимание, в последнее время этот инструмент стал очень сложно прогнозируем. Я не знаю, с чем это связано. То ли туда роботов еще несколько сотен тысяч загнали, то ли, может быть, это специально так делается для того, чтобы сбить с толку. Но на самом деле инструмент стал действительно реально достаточно сложным. Но на дневке здесь все произошел разворот и должен пойти рост. Ближайшая цель роста находится, понятное дело, вот здесь вот 1,1850 и следующая цель вот здесь 1,1952. Проблема заключается в том, что разворот здесь, он произошел еще вот здесь вот в районе этого значения, но все равно продолжают вымораживать. И я так понимаю, вот эта вся игра, которая происходит, это игра на вынос тех, кто делают ставку на рост евро. То есть они покупают, начиная отсюда, делая расчет на то, что пойдет отскок, и у них просто вот все это время у них собирают стопы. Соответственно, вот эта ситуация волшебная, которая здесь уже продолжается черти сколько, и не приводит ни к нормальному отскоку, ни к нормальному пробою и уход на 16.50, я так думаю, вот бедлам, который здесь возник, он связан именно с тем, что никак не могут выжечь тех игроков, которые делают ставку на рост евро. Поэтому вот эта чехарда, она уже длится черти сколько. Но надо четко понимать, что евро-доллар это по сути движение всего мирового капитала. Соответственно, тех, кто делают ставку на движение в евро-долларе, как хедж-фонды, так крупные игроки, так и мелкие спекулянты, их великая тьма. Для того, чтобы сформировалось и пошло четкое движение на рынке, надо кого-то обобрать. Соответственно, вот все эти потуги, которые происходят, это как раз и есть, я так полагаю, это и есть вот когда начинают деньги вытряхивать. Здесь четкий сигнал на разворот, начали разворачиваться, погнали вниз, собрать стопы и так далее. Вот здесь. Сегодня решение ЕЦБ. По логике вещей, но здесь уже просто энергия для роста, она должна была быть собрана. Но я сразу говорю, я держусь от него подальше, потому что я не понимаю в евро-долларе, что вот начало происходить с этого момента. Вот здесь произошел разворот. Дальше я предполагаю, что здесь пошло высаживание игроков, всех подряд, и хедж-фондов, и мелочи. И сейчас вот возможно шанс на отскок и на рост он возникает. Во всяком случае, судя по картине индекса доллара, которую рассматривали в первой части, там сейчас ситуация подошла к логической развязке. То есть дальше либо должен идти взрывной рост мощнейший на 95, либо если в ближайшее время этот рост не происходит, индекс доллара просто обязан просесть на 91,5. Соответственно, вот эта картина в индексе доллара, она указывает на то, что весьма вероятно в евро-долларе мы подошли к той точке, когда уже всех изрядно намариновали, и он должен отскочить. Но, обращаю внимание, здесь, по сути, вот вся эта ситуация, она связана с тем, что никак не могут выбить тех, кто сделал ставки на рост евро. И поэтому идет вот эта бесконечная колбасня, уход под сильный уровень. Но здесь, понимаете, такая ситуация, если бы действительно евро должно было падать, его бы уже давно отсюда повели на 16.50, вот сюда вот. Вот сюда оно должно было сходить. Это связано не с тем, что там у меня есть какое-то видение субъективное и так далее. Просто по логике вещей, если уровень на таком инструменте пробивается, и тем более вот таким образом, как это было сделано еще здесь, это приводит к движению вниз. Но поскольку пробой не произошел и отбой не произошел, то это говорит о том, что здесь формируется набор позиций и просто выдавливают людей, которые сделали лонговые ставки. Так, ну и 4-часовик указывает на то, что здесь идет консолидация, и эта консолидация должна привести к росту. Так, друзья, далее евро-рубль.
Ну, смотрите, здесь ситуация заключается в том, что вчера был пробой ключевого значения, и сегодняшнее движение указывает на то, что высока вероятность тестирования вот этого уровня, который 86.75. Если на 4-часовик переходить, то действительно здесь все попытки развернуться и начать рост, они приводят к тому, что евро распродают, рубль укрепляется. Соответственно, динамика вот этого движения, которое произошла, она указывает на то, что должно быть тестирование или пробой 86.75 вот этого уровня. А критерий того, что это движение сейчас не получится, это здесь задерг наверх с пробоем 87.6. Если такое происходит, то вот этот даунтренд, он ломается, движение не происходит, и, соответственно, отсюда развивается коррекционный отскок. Первая цель это 88, и потом 88,8. Но сейчас на текущий момент все попытки развернуть тренд на укрепление рубля против евро, они ломаются. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС сентябрьский. Здесь, собственно говоря, 155 потестили. Теперь первая цель движения 159 успешно сделана, 159-200 немножко дотянуть. Как только здесь закрепляется, следующий рывок, у него цель движения это 162-200. Вот сюда, вот в этот диапазончик. Критерий того, что это движение не идет, коррекционный откат и пробитие 157-750. Если сейчас такое движение получается, уходим консолидироваться в этот диапазон, либо пробиваем вот этот лой и начинаем падать. Пока тренд сформировался наверх, сейчас ждем закрепления в этом диапазоне, и после этого необходимо идти тестировать 162 тысячи. Так, друзья, далее Газпром. Газпром сейчас, наверное, ключевая фишка. И на текущий момент действительно здесь идет мощнейшее движение, у которого цель закрытия вот этого гэпа, соответственно, 293. Смотрите, вот здесь все ключевые задачи, которые были, они выполнены. Здесь остается следующий критерий, это 277. Если вот эти все откаты не приводят к пробитию 277, то отсюда у нас развивается движение, у которого в самые ближайшие дни пробить 287 и уйти в район 293-295. Так, друзья, далее Татнефть, а обычка Татнефть, масса вопросов, недельный таймфрейм. Смотрите, она устояла, 490 был пробой, но на недельном графике этот пробой ликвидировали. И поэтому сейчас, если не будет повторного пробоя тестирования 490, у нас по Татнефти цель движения, которая находится вот здесь вот, это 530-535. Дневочка, но здесь вообще отлично, шикарная разворотная формация. Смотрите, кто-то скажет, что вот здесь был пробой. Пробой здесь действительно был, но дальнейшее развитие на рынке нефти и на мировых рынках, оно привело к тому, что нефть отскочила и рынки отскочили. Татнефть не может падать, если там ничего страшного не произошло, когда рынки отскакивают и растут. Поэтому здесь в чистом виде разворот. Первая цель движения у этого разворота находится вот здесь 517. Как только закрепляемся, следующий рывок это сначала 530, потом тестирование и пробой 552. По Татнефти достаточно позитивная картинка. Единственное, что может ее изменить, это повторный коррекционный откат и пробитие 475. А так как бы все, бумага готова, вот она с вероятностью 3/4, 75% в ближайшее время будет сделано 520. Так, друзья, далее Хантер. Хантер стал одной из мега-мега фишек, пусть там ликвидность не такая, как у Сбера и Газпрома, но его гоняют туда-сюда по 5-6% в день, и это просто прекрасно. Сейчас смотрите, у него идет поджатие к уровню 3300. Если этот пробой происходит, то отсюда следующий цикл движения находится на 3500-3600. Если пробоя не происходит вот от этого диапазона, он здесь разворачивается и идет тестировать 3140, что тоже прекрасно. Такие движения, они просто отличны. Здесь, если возникает пробой, следующая точка, к которой он пойдет, находится в районе 3000-3015. Вот здесь, в этом диапазоне. Так, друзья, далее Росгидро, месячный таймфрейм, поэтому не пугайтесь на эту страшную свечу. По недельке, конечно, здесь картина немножко, она такая неприятная, она указывает на то, что
Ну, в общем-то, растущий тренд, который сформирован вот где-то отсюда, он поколеблен. И действительно по компании может развиться распродажа, но с учетом того, что это за компания, как она будет развиваться, я думаю, все-таки ее, наверное, будут тянуть наверх практически при большинстве раскладов. Так, друзья, ну и дневочка, она здесь перечеркивает наглухо и недельку, и месячный таймфрейм. Исходя из дневного вот этого самого движения, у нас в самые ближайшие дни должно произойти движение, целью которого 83. Вот сюда вот на 83 мы должны сходить. Далее, если здесь происходит закрепление в районе 83-84, то нас ждет следующий рывок, это закрытие гэпа и уход на 94. Критерий того, что этот сценарий не сработает, коррекционный откат с пробитием 77, практически как у Газпрома, только у него 277 и рублей. Так, друзья, далее Россети с электроэнергетикой. Ситуация на рост никак не выправляется ни с Интеррао, ни с Россетями. Смотрите, здесь ситуация заключается в следующем. Дело в том, что энергетики, электроэнергетики, они обычно растут последними. Сейчас, видимо, никак не могут. Ну, опять же, к Русгидро это в такой значительной степени не относится. Сейчас никак не могут определиться с разворотом, когда начинать падать по-нормальному. И поэтому их то начинает тянуть в ожидании того, что уже тренд мирового роста подошел к концу, то потом спохватываются, их распродают, либо в силу того, что начинается коррекция на рынке, либо понимают, что их еще покупать рано и надо покупать другие фишки, которые голубые, и, соответственно, их тоже сбрасывают. Поэтому идет такая волшебная пила по многим электроэнергетикам. Так, друзья, ну вот то, что касается Россетей, недельный таймфрейм с месячного ушли, ну здесь как бы разворот, причем цель отскока находится 1,46, вот здесь вот. Критерий того, что этот разворот произойдет, не должно быть повторного движения с пробитием 1,2460. Так, ну и по дневочкам, если смотреть, мы в ближайшее время на этой неделе, либо в начале следующей, весьма вероятно пойдем на 1,3684. Критерий того, что это движение не состоится, коррекционный откат и пробитие 1,25. Но здесь, исходя из дневного, из недельного графика, достаточно высокая вероятность того, что вот этот отскок, он свершится. Так, друзья, далее Киви, дневной таймфрейм, но здесь как бы высадка десанта, она была у всех, поэтому пробитие уровня, оно особо в счет не идет, потом все выкупили. Сейчас вернулся Киви в диапазон, движение на сильном объеме, там новости по поводу продажи актива, точка. На самом деле там есть, конечно, у этой продажи и позитивные стороны для бизнеса Киви, есть и негативные, потому что все-таки это дополнительные возможности. Но здесь, судя по движению, которое развелось в графике, идет заряд движения на 815, тестирование вот этого значения. Критерий того, что это не происходит, коррекционный откат с пробитием 755-760. Если такого отката нет, в ближайшее время высока вероятность тестирования и пробоя этого значения. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы. Если что, спрашивайте, постараюсь по возможности ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание, успешных торгов.